Вчера заехали в санаторий Министерства обороны. И вот мы приехали в Ялту. Боже, рай на земле. 10-11 декабря. Зелень кругом. И вот достопримечательность этой территории – дворец бухарского хана. В 1898 году он его начал тут строить. Немного он был его дворцом до революции. И было тут 4 здания на территории. Осталось только одно здание. Красоты необыкновенной. Требует, конечно, реставрации большой. Здесь находится санаторная библиотека. Я так предполагаю, правда, еще здесь не была. Посажен был им же сад здесь с экзотическими такими всякими растениями. И до сих пор они вот подписаны, стоят. И падуб тут я увидела. Никогда его не видела раньше. Да, строить раньше умели. Со вкусом, на века. Даже землетрясение 27-го года крымское эти здания пережили. И не вопрос, переживут ли нынешние. Вот такая вот лестница. И в этом же здании расположена физиотерапия, физиопроцедуры. Вот, например, тут выдают фиточаи, ароматерапия, сеансы, прием кислородного коктейля. И везде без масок не входить. Поднялась чуть выше, еще с этого ракурса снять. Многоэтажка много теряет на фоне этого дворца. А это территория такая, она многоуровневая, каскадная. Это такие вот панно, по-моему, еще советского периода. Южный вход в санаторий. Красиво, конечно. Правда, архитектура вся советская. Но ничего, скоро будет ретро в моде. Ой, я прямо удивляюсь. Я таких еще не видела. Подписано же Хиномелис, Япония. Вот какой Хиномелис. Огромный, большущий. Вот наша кормилица столовая. 3-разовое питание. Готовят замечательно. Вот схема Теренкура по Приморскому парку до пляжа. Гуляй не хочу. 1000 метров. Встал на дорожку и бегом от инфаркта. А это развлечение для ветеранов. А это примета нынешнего времени. Уважаемые отдыхающие, все культурно-массовые мероприятия в клубе на территории санатория временно отменяются. Коронавирус всему причины. И вот сегодня, пожалуйста, 9 воздух, 11 вода. И влажность 83%. Вот такие фонтанчики. Ой, еще и с рыбками. Ай. И предупреждают не кормить хлебом. Да, дел еще много, но потихонечку приводят все в порядок. А вот наш корпус, в который нас поселили. В 2020 году горела крыша, был огромный пожар, но все восстановили. Такой симпатичный, с современными материалами отремонтировали. 2-местные номера с хорошим санузлом, с большим балконом, с бесшумными лифтами. Мы довольны, что наконец-то выбрались в санаторий. Столько лет уже не были. Такой воздух бризовый. Один воздух тут. Рай на земле, а не Ялта. Не знаю, как для жизни, а для отдыха замечательно. 2 КПП, входишь через южный или через северный. Единственное, конечно,
парковки нет. В Ялте с парковкой проблема большая. Но нашли неподалеку, платную поставили. Вышла из проходной санатория и спускаюсь к парку. Но здесь к морю. Буквально ходьбы 5 минут. Лечебно-диагностический центр. Еще и орлиное гнездо. Ну вот, коренная жительница. Да, давай знакомиться. Да. Отдохнула, потянулась. Кошечка, собачка. Замечательно, прекрасно. Здравствуйте, скажи, приезжайте летом. Будете отдыхать, будете здоровы. Ну вот и набережная. 5 минут нет ходьбы от санатория военного сюда. Боже, такая красота. Цветут вот типа анютиных глазок в декабре месяце. Целый ковер разнотравья. Все красиво. И море, и растительность, и горы. Вообще. Юки цветут в декабре. Памятник Горького сзади. Какой же город без Горького? Приятное с полезным. Вот где дома поиграешь? Кругом соседи. Не попоешь, не поиграешь, а в набережной есть, вышел. И играй себе. Идем дальше вниз, параллельно набережной. Тут все красиво. Вот знаменитая эта каравелла стоит. С незапамятных времен. Место фотографирования туристов. Ну, вот она, знаменитая Орианда на набережной практически. Ну и мы от нее в 10 шагах. Молодец город. После такого наводнения так привел себя в порядок. Нигде даже следов нету. Ретро-музыка. Вечером тут так танцуют, кому за 70. Не теряют оптимизма, молодцы. Все уже готово к Новому году, везде висят гирлянды. Ну, вот это цены, которые осенне-зимние. Шашлык 350, шурпа 350, кофе 70. И народу немало. Столики заняты. Обрамление ротонды. Быть в Ялте и не попробовать рыбы – это просто невозможно. Вот, пожалуйста, Маяк кафе. Свежий улов и барабуля, и кефаль, и ставрида, и камбала, и сарган. А еще луфарь, мидии и рапаны. Многие даже и не слышали таких названий. Лафарь. Это еще только сегодня 12 число. Что тут будет к Новому году? Уже почти все гостиницы зарезервированы на новогодние праздники. Даже говорить не хочется. Такое умиротворение. Декабрьское чудо. Красиво. Счастье всем, счастье кажется рядом совсем. Идти до него далеко, далеко, далеко. Вот и нам счастье всем, счастье
счастье кажется рядом совсем. Идти далеко, 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 далеко. Возвращаюсь в санаторий. Сейчас темнеет уже. А вот еще пампасная трава. Я уже теперь знаток буду флоры ялтинской. Такой релакс. Ну вот, опять о рыбе. Рыбное место ялтинское на набережной. Но цены, конечно, не очень демократичные. И вот свежий улов дня. Стейк из лосося 100 грамм 450. Барабуля 100 грамм 220. Ставрида 210. Сарган 490. Луфарь вообще 550. Уж очень дорогая камбала калкан. И морепродукты. Мясо мидии, рапана, кальмар. А еще и лангустины тут. И хвосты тигровых креветок. 2 дюжины устриц. 24 штуки. 5680. На компанию. И зал такой интересный. С подушками. Да, сегодня можно сидеть на улице. Хорошая погода. И вот на нижней террасе столики заняты практически все. Лечебный морской бриз. Всю хандру уберет. Ну, не передать атмосферу, конечно. Необыкновенно. Умиротворение и покой в декабрьской Ялте.